Идет. Камера есть. Камера есть. Пожалуйста, хлопните в ладоши. Это знамя, символ. Для орков он означает, что я достойный воитель. С ним меня впустят в город. Безымянного героя я помню, естественно, по второй готике, которую я когда-то давным-давно озвучивал. И я помню, что мы озвучивали очень-очень-очень долго. И возвращаясь к этому герою, то есть у меня уже были какие-то представления о нем. Мне пришлось вспомнить все, что я знала про первую готику, посмотреть, что там было, и вспомнить, как вообще происходила запись в 2001 году. Там было вообще все другое. Ты хочешь какие-нибудь записать? Когда я могу стать твоим учеником? Вернуться к персонажу было приятно. Послушать себя. Я послушал, как я делал, естественно, Безымянного 20 лет назад. Это вызвало бурю эмоций в том плане, что я поржал, как я пытался быть взрослым. Я тогда был сильно моложе, голос моложе, а герой все-таки не мальчик. Сделать сейчас уже по красоте, что называется, было приятно. Я собирался сказать, что это не твое дело, но вообще-то ты мог бы быть полезен. Еще разок. Да, мне кажется, он вначале прям принимает решение. Мы слышим, как он мнется. Я это и понял. Ага. Ксардос, он развивается в перспективе 3 готик. И если в начале он не влияет на выборы, то в 3 готике он действительно влияет на финал. И выбор его позиции героем или позиции других там богов во многом зависит от того, как Ксардос ведет диалог с героем. И я думаю, что вот эта эволюция Ксардоса от первой готики через вторую к третьей, это доверие этому персонажу и чуть-чуть тому, кто озвучивает. Но ведь ты побывал в храме спящего и своими глазами видел, что угроза действительно существует. Почему же это заботит тебя меньше, чем дурацкая куча руды? К тому же, разве мы не сошлись на том, что если следовать грандиозному плану Сатуроса, нас ждет в лучшем случае неудача, а в худшем — взрыв, который всех погубит? Тогда было не так много игр, и какая-то игра, которая там типа крупная выходит, она, конечно, моментально становилась популярной, но у готики есть такая фишка, которая, к счастью, сохранилась и в ремейке. Готика, в отличие от вот современных игр, она не тащит персонажа, игрока, она не тащит игрока за шкирку по сюжету и по миру, а она дает ему возможность подумать. С Мильтоном у нас есть некая общая черта, что мы оба с ним немножко душнилы, что он существует вот на таком, вот как бы, хорошо. Он немножко зазнайка, есть такое у меня, не скрываю. Но в то же время мы все-таки чуть-чуть разные, в силу, опять же, наверное, какого-то тембрального отличия, потому что в процессе записи приходилось немножко поджимать и поджиматься. Боюсь, этого сложно добиться. Со времени создания барьера в ученики взяли только меня, и то лишь потому, что я оказал услугу господину Кариста. Иными словами, пока не сделаешь чего-то, что привлечет его внимание, твои шансы невелики. И, разумеется, ты должен стать своим в старом лагере. И когда мы делали кастинг, приходили люди, они приходили на живой кастинг, и люди, которым, допустим, лет 30, они страшно, все были счастливы в этом участвовать, потому что они все говорили: боже мой, это игра моего детства, я все сделаю, чтобы, давай запишем, 100 дублей, я хочу попасть, я хочу в этом участвовать, это очень круто. Мне не разрешалось пользоваться компьютером, отец пока разбирался в этих новых технологиях, но вот спустя несколько месяцев он пришел очень довольный с работы и говорит: у меня для тебя подарок. И приносит диск готики. Мы установили, и тут начинается вот эта первая заставка.
Нас унесло туда сразу. И дальше было первое появление персонажа, который говорит: «Меня зовут...» «Да мне наплевать, как тебя зовут!» Отвечает Диего. Я поворачиваюсь на отца и говорю: «Это что, ты? Это ты?» Он говорит: «Да, это я». Ну, играй, продолжай. Он посидел еще минут 15, вот получил свое удовольствие и ликование, а я пропал в этом мире, ну, чтобы не соврать, наверное, я полгода играл в эту игру. Ну, в нынешней записи изменилось только то, что был режиссер Иван Жарков замечательный, который в игру играл и знал, где и как произносится фраза. Подчас дело в том, что скрипт для записи сделан так, что не всегда понятно, на какую фразу герой отвечает. 20 лет назад фраз других персонажей вообще не было. Были только фразы безымянного и все. То есть было вообще ничего не понятно. Сейчас есть фразы других персонажей, но очень часто они идут в разнобой. Только наличие Ивана помогало ловить контекст. Вы не сможете совладать с таким мощным магическим зарядом. Но дело не только в этом. Ксардос понял, что повлияло на заклинание при создании барьера. Все дело в спящем. Да. Я огромный фанат готики, я играю в нее с момента релиза. То есть это одна из моих любимейших РПГ вообще, в принципе, в жизни. Я даже на Switch ее купил, чтобы всегда с собой была. И да, разумеется, когда ты пишешь, особенно вот сейчас делает ремейк, и это очень сильно помогает в плане, ну, я полностью в материале, то есть я знаю, про что разговор идет, что к чему и почему, что зачем идет, и в плане как режиссера это действительно очень сильно помогает, когда ты точно знаешь полностью всю картину от начала и до конца. Это ты перечисляешь, что я сделал это, я сделал это, я сделал это. Вот следующую реплику видишь? Мне надоело быть мальчиком. Типа, вы меня вот здесь уже своими заданиями сидите. Конечно, ему мешают те качества, которые его тащат к звериной его природе. Он раздражителен, да, довольно нервный. Но здесь правильно кастинг проведен. Я такой. Я не так давно только на портативной приставке перепроходил первую часть, и я вот тут играл, гадал, кого бы я мог озвучить, кого бы... И вот, то, с чем я жил, условно, все эти годы, лет 10-15, сколько я в это играю, вдруг я к этому прикасаюсь как актер по работе, и для меня это такой балдежный трепет. Это добавляет в первую очередь ответственности. Ответственности действительно перед фанатской базой, перед людьми, которые будут играть, потому что, еще раз говорю, есть оригинал, есть в оригинале уже четко прописанные образы, и мы не можем взять и Сатуруса омолодить, например, понятное дело. Тебе не хочется облажаться. Тебе хочется, чтобы это было максимально правдоподобно и какие-нибудь вкусные фразы были произнесены вкусно. Поэтому какое-то время ты еще так вот с этим ощущением борешься, такой: ой, я озвучиваю готику. Я 20 лет назад в нее играл, а вот теперь ее озвучиваю. Вот, надевай. Это будет получше твоих лохмотьев. Добро пожаловать в шайку. Смотри-ка, ты ему даешь одежду, которую носит именно в вашем лагере. Да. И это как бы немножко обряд признание. посвящения. Точно, это признание, поэтому сразу торжественно, чуть-чуть каплю торжественности сделай. Прекрасная моя Эвелина Новикова позвонила мне и сказала: а ты не можешь достать своего отца? Ну, вот позвони ему, попроси, вот пришла готика и просит его озвучить Диего. Я говорю: конечно, безусловно. Я его терроризировал очень долго. Он говорит: да я уже там что-то 100 лет не озвучил. Я говорю: да это не важно. Пожалуйста, от всего сообщества готики я тебя прошу. Я тебя как сын прошу, пожалуйста. Сходи, попробуйся, пожалуйста. Я его уговорил. Он пришел, попробовался. Буквально через полмесяца, по-моему, позвонили мне и попросили тоже прийти, попробоваться в готику. И тоже на Диего. К сожалению, у отца голос стал намного старше. И на Диего он сейчас
не подходит. А мой голос еще достаточно молодой для Диего, но это была бы великой честью озвучить этого персонажа. Иногда даже приходят артисты, которые, лучше помнят, потому что они действительно фанаты. И это очень упрощает, и это на самом деле колоссальное удовольствие, когда ты работаешь с человеком, которому ты, во-первых, ничего не должен рассказывать, не то, что мне, жалко рассказать лишний раз, но когда человек уже с горящими глазами заходит, и когда он полностью заряжен на то, чтобы сделать круто, для него это что-то значит, это всегда невероятное удовольствие. Невероятное удовольствие работать с человеком, который не просто пришел сделать работу, а который пришел осуществить свою детскую мечту. Вам могут рассказать, что учитель Федор Сухов привел Гланца звучать. Было ровно наоборот. Он меня привел в звучание, а не на... И я ему признателен и благодарен. Мне очень приятно, что мы в одной игре, и самое главное, он действительно и в жизни такой постарше меня и учитель, и в игре история повторилась, и это здорово. Для меня готика, конечно, в первую очередь не локализация, не озвучка, а музыка. И в первую очередь, я думаю, как раз это чувство родное, оно возникнет именно из-за той самой музыки. Мы, например, с одним артистом писали его роль, и что-то у меня настроение было забавное. Я включил музыку из «Старого лагеря», положил, он, конечно, смеялся сперва минуты 3, а потом как-то он проникся этим настроением, когда ты идешь по старому лагерю, играет эта музыка. Небольшое ощущение, что ты прикоснулся к чему-то такому вечному, к такому что-то дорогому для тебя. Я очень жду от игр и от готика, она для меня эволюционно готика, прям мир готики, и от ремейка, и от нового поколения, которое сыграет, и с папами вечером обсудит, как они играли. Я этого диалога поколения очень жду. Я жду, что в отзывах игроков кто-нибудь напишет: «Я сыграл, мне 20 лет, и говорил со своим батяне, которому 45. Мы друг с другом столкнулись и до утра выясняли отношения. Потому что у нас разный взгляд на прохождение Готики 2 или ремейка Готики 1. Я этого жду. Диалога поколений и вообще диалога. Я очень жду ремейк. Я очень хочу в него поиграть. Я обязательно буду играть с детьми, потому что они сидели, смотрели, как я в оригинальную Готику играл, и теперь в новую, обновленную, со всей этой красивой графикой поиграть, с новыми правилами. Сейчас мы сделали хорошо, у нее новая графика, новое все, уже современная, и я с удовольствием, я рад, что я не поиграл в нее тогда, в общем. Теперь я ее пройду с удовольствием, и тем более я знаю какие-то секретные моменты, которые не знают игроки, соответственно, смогу больше получить от игры. Я вчера ухохотался. Впервые в жизни увидел ролик на фразу Лотара «Ты даже не гражданин, который озвучил». Это такой чудесный товарищ это все смонтировал. Дай небо ему здоровья и творческой радости. Я увидел, что у сообщества замечательное чувство юмора. Все веселятся, радуются и при этом не теряя серьезности. Я могу проиграть микрофон, например, как это было. Давай. Проиграй, пожалуйста. Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Да. Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не являешься членом ополчения. Ты даже не гражданин. Как ты даже думать смеешь о том, чтобы носить доспехи паладина?